Здравствуйте, друзья! Вот такой вот комплект украшений я приготовила для своей подруги. И хочу вам рассказать, как можно сделать вот такие вот очень красивые оригинальные украшения. Сделала я кулончик и сделала пару сережек. Для создания украшений я использовала вот такую вот бусинку. Эта бусина немного больше, чем те бусины, которые мы использовали в различных других украшениях. Вот смотрите, ее размер 16 миллиметров. Если вот эти бусинки 11, то вот, значит, это 16. Для таких бусинок тоже можно сделать такое украшение, но нужно использовать более мелкий бисер. Я хотела для мастер-класса попробовать сделать для вот этих вот бусинок, потому что они в продаже чаще встречаются. Сюда нужно использовать бисер 13-15 размер. Ну, к сожалению, я не могу сейчас им плести. Меня подводит зрение. Поэтому я вам покажу для вот таких вот бусин принцип плетения. Смотрите, если продолжать плести таким принципом, как я вам покажу, то можно сделать, в общем-то, бесконечной длины такую вот цепочку. Это совершенно естественная изогнутость получается. Можно сделать такой браслетик. Если из более мелкого бисера, можно сделать даже колечко. Использовала я вот такой вот бисер, белый с серебристой серединкой, бисер 78-102. И вот такой вот бисер серебряный 18-131. Вот этот бисер постоянно мне предлагают, когда я спрашиваю серебряный бисер. Вот этот бисер мне предлагают все время как серебряный. И очень хорошо два этих бисера смотрятся вместе. Получается, в общем-то, поистине ювелирные украшения. Я плела вот на такой вот толстой мононити. Ну, можно плести на леске от 0,18 до 0,22. Подойдет любая. Плести мы будем, как обычно, на черной мононити и двумя видами бисера. Может быть, вот этот вот розовый бисер немножко не такой яркий, чтобы его было хорошо видно. Но этот бисер, он имеет такую форму, как и вот этот вот белый бисер. Такую форму бочоночка. А вот этот обычный кругленький бисер, я уже, чтобы чисто повторить эксперимент, такой, как я делала в этих украшениях. Но, в принципе, можно делать и одинаковым бисером, допустим, или кругленьким, или вот такими бочоночками. Все равно получается красиво. Итак, начнем. Я беру нитку где-то сантиметров 40-50, вполне хватает. И начинаем мы вот с чего. Мы набираем стопорную бисерину, любую. И вот так через нее проходим пару раз. Раз. И давайте еще раз. И обратите внимание, что свободный конец я оставила чуть-чуть длиннее. И вы тоже так делаете, чтобы сюда можно было потом одеть иголку, для того, чтобы этот кончик хорошо замаскировать. И первый наш набор 7 бисерин. В принципе, вы можете начать хоть с розового, хоть с голубого. Ну, давайте начнем с круглого бисера. Теперь раз мы набрали с вами круглый бисер, набираем... Ой, неудачный какой бисер, но я надеюсь, будет видно. Мы набрали одну бисерину и проходим вот так вот во вторую с края. Вот.
И подтягиваем. Пришлось мне поменять розовый бисер на вот такой же красный. Этот бисер точно так же имеет форму бочоночка. Итак, после того, как мы набрали 7 бисерин, мы заходим, вот ниточка наша выходит, мы заходим теперь сюда, в сторону стопорной бисеринки, вот так вот, во вторую бисерину. И подтягиваем. И у нас с вами на конце должны получиться вот такие вот рожки. То есть бисерины стали как бы одна напротив другой. И теперь мы будем каждый раз набирать бисерину. Заходим вот в ту бисерину, из которой выходит нитка. И сразу проходить в соседнюю бисеринку. Вот так. И подтягиваем. Вот у нас уже, смотрите, напротив каждой бисерины голубой стоит красная бисеринка. Набираем каждый раз бисерину и проходим в ту, из которой вышла нитка. И еще в одну. Ну и вот последняя, седьмая бисерина. Делаем то же самое. Проходим в ту бисерину. Ну и так как второй у нас нету, то мы просто заходим вот так вот в крайнюю бисерину. И смотрите, вот эта вот стопорная бисерина, мы ее можем сейчас просто снять. Наши бисерины между собой уже связаны и никуда абсолютно не денутся. Чтобы она нам не делала погоду, мы ее убираем. Все, не нужна. Ну и вот что у нас с вами получилось. Смотрите, мы все бисерины красненькие направили вверх. И теперь делаем вот что. Вот наша ниточка выходит. За эту ниточку длинную мы держимся, а та, что с иголкой, вот она выходит из бисерины. Заходим в первую же красную бисерину, в первую плоскую бисерину. И теперь мы, смотрите, между каждой бисериной поставим еще по одной. Находим, где тут наша последняя бисерина. Вот так ее подравниваем, чтобы она стояла со всеми остальными бисеринами в ряду.
и заходим в нее. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. И смотрите, что мы делаем дальше. Вот выходит наша ниточка с иголкой. Я набрала опять 7 бисерин. И подтягиваем их вот сюда. И вот у нас с вами что получается. И теперь мы делаем то, что мы делали здесь. Только вместо короны из красного бисера мы будем набирать корону из голубого бисера. Точно так же набираем одну бисерину и заходим во вторую. Будем идти навстречу нашему плетению. Вот так. И делаем так, чтобы наши вот эти две бисерины стали вот такими вот рожками. Одна напротив другой. И делаем так, как мы сделали здесь, только корону делаем из круглого бисера. То есть мы заходим в ту бисерину, из которой выходит нитка, и сразу проходим в соседнюю. Вот так. То, что наши бисеры пока раскрутились в разные стороны, это не страшно. Мы их потом соберем. Нам главное сейчас нужно поставить над каждой бисериной голубую бисерину. И вот смотрите, я ставлю последнюю, седьмую бисерину. И прохожу вот сюда вперед на раз, два, три бисерины. То есть вот наши 7, которые были, мы одели раньше. Вот они, видите, голубые, они в рядочек стоят. Я прошла на 3 вперед, то есть над первой дугой. Прошла. Это для чего? Чтобы связать нам между собой две вот эти половиночки. Теперь вперед прошла, поворачиваю к себе, как мне удобно. И смотрите, вот моя ниточка выходит. Вот наше первое кольцо. Вот она выходит из третьей бисерины нитка. То есть я вышла из этой третьей бисерины. Вот, видите, как раз напротив двух крайних бисерин. И зашла в них. И что я делаю дальше? А дальше я делаю вот что. Я поворачиваю к себе так, как мне будет удобно плести. И захожу в первую бисерину голубую, которую мы только что с вами набрали. Вот, зашла. Хотя можно здесь вставить и еще одну бисерину, тогда будет более крутой изгиб. Здесь между вот этими вот двумя бисеринами, то есть бисеринами, которые мы набрали первый раз, и второй раз можно вставить бисерину. В сережках я здесь эту бисерину вставляла, и у меня более крутые такие получились зигзаги. А в кулончике я этого не делала, и у меня, видите, более спокойный такой изгиб получился. Ну, давайте, хотите, можете вставить, хотите, можете не вставлять. Ну, давайте я, наверное, ставлю эту бисерину.
То есть мы набираем бисерину того цвета, который мы сейчас плетем, и заходим. Вот так же точно между каждой бисериной вставляем еще одну. И хорошенечко подтягиваем. Берите ниточку чуть-чуть потолще, потому что я смотрю, ну так уже сильно начинает гулять с тонкой мононитью. Можно брать леску, наверное, 0,22. Смотрите, очень внимательно вы смотрите, чтобы вот эти все бисерины, которые отвернулись, не хотят становиться в рядок, чтобы повернуть их и чтобы они встали все на ту сторону, на которую надо встать. Сложного ничего нет, нужно просто очень внимательно на все смотреть. И вот наша последняя бисерина, она тоже почему-то захотела отвернуться. Но это все потому, что очень тонкая нитка. У меня, когда я плела толстой мононитью, таких вопросов не возникало. Набираем последнюю бисерину и заходим вот так. И вот что у нас с вами получилось. А дальше я делала вот что. Есть у меня вот такие вот пины с шариком на конце. Но если у вас с шариком не будет, то можно взять просто гвоздик. Вот здесь вот на кончике я одела прозрачную бисерину. Вот так. Треугольничек такой получился. Зашла по кругу. И теперь я захожу вот в этот вот треугольничек пином вот этим. Вот так снизу. То есть это у меня будет низ. Вот так вот захожу. Треугольничек. Там оно нитками обозначено. И сюда не пускает, и сюда не пускает. Вот так. Потом ниточка моя выходит, и я еще вот так несколько раз для верности обмотала. И теперь одеваю сверху бусинку. Вот так. И иголку с ниткой я тоже заправляю в это же отверстие. Вот так вот. Хорошенечко подтягиваю пин. И здесь я делала тоже вот такую вот штуку. Вот нитка, которая с иголкой у меня выходит из бусины. Я брала серебряную бисерину. Вот я зашла иголкой в нее. Подтягиваю эту бисерину сюда и захожу в нее вот этим вот пином. И теперь хорошенечко подтягиваем.
А иголкой, вот видите, у меня получилось так, что выходит иголка, выходит нитка с иголкой из бусины и из бисерины. И теперь я эту бисерину привязываю к нашему плетению. Так и вот так. Вот что у нас с вами получилось. Смотрите. Вот та ниточка, что свободный конец. И теперь смотрите, у нас получается две нитки выходят из одной и той же голубой бисерины. И теперь нам нужно замаскировать вот эту вот нитку. То есть я делаю вот что. Я прохожу вот так под плетением. И постараться пройти под бисериной, которая одета на бусине. А этой иголкой я иду в обратную сторону. Делаю то же самое. Хотя, может быть, так сильно и не надо это делать. И теперь я просто беру и завязываю вот здесь узелочек между двумя нитками. Вот так узелочек завязали. Дальше, чтобы уже нам окончательно спрятать наши нитки, я делала вот так вот. Проходила в бусину. В бусине отверстие хорошее, позволяет много раз ходить туда-сюда, даже спинам. Так. Видите, и заодно подтягивается наша дуга. И вот здесь, вот где-то среди ниточек я закрепляла. Вот так, чтобы не было видно, с обратной стороны завязывала узелочек. Оп, и подтянули. Обрезали и подпалили немножко. Теперь берем второй наш кончик. И точно так же уходим вниз. Туда, на обратную сторону нашего изделия под низ. И точно так же подходим под ниточку и завязываем узелочек. Ну, может быть, кто-то сделает это крепление и по-другому. Надо сказать, что работа с пинами это не есть моя сильная сторона. Я не очень люблю это все делать. Ну и точно так же мы аккуратно поджигаем. Так. Вот что у нас с вами получилось. И дальше я делала вот что. Я аккуратненько закручивала
в колечко. Ну и в зависимости от того, что это будет, сережка или кулон, в кулон я просто-напросто вставила вот такое вот колечко, чтобы прикрепить цепочку. Ну а к сережкам нужно иметь швензу. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы швензы были, может быть, немножко покрасивее. Да, я забыла совсем. Вот можно еще так, чтобы было более плоско прилегала наша дуга. Можно вот эту вот бисерину привязать вот здесь к этому колечку. Вот так просто я брала бисерину, привязывала на ниточку. А потом эту ниточку опускала опять вот сюда, и здесь ее опять стопорила. И все. Смотрите, уже стоит наша дуга, и никуда она не денется. Ну вот, наверное, и все. На этом всего вам доброго. Плетите с удовольствием. Будьте здоровы. До свидания.